Наша задача — подавить вражеские силы огнем, чтобы наши штурмовики могли сблизиться. Вперед! Вперед! Не высовывайся и будь готов к ближнему бою. Позиция захвачена. Повторяю, позиция захвачена. Мы опоздали. Вражеские штурм ПЗ-4 уже заняли нашу передовую позицию. Как только окоп займут их тяжелые подразделения, она будет потеряна. Они не доедут. Чёртово болото после дождя, хоть бы не застрять среди поля. Засек гадов. Это настоящая советская вундерваффе. Без тяжелого подразделения нам позицию не удержать. Позицию захватит та сторона, тяжи которой прибудут туда первыми. Поджарьте этого великана. А вот и тяжелое подразделение. Вы мне и надо. Подавляйте его, нам нужно прорваться до укрытия, в чистом поле его не одолеть. Маус, целься в его ходовую, останови этого великана. Вот же не везет, траку конец. Срочно нужен инженер, у меня траки слетели. Он обездвижен посреди поля. Вызывайте подмогу Люфтваффе. Давай, КВ-2М, выруби их. Что за чертовщина у вас здесь происходит? Тут не принято своим помогать. Его прислали на боевые испытания. Вот пускай немцы его и испытывают. Мне какое дело? Один в поле не воин, даже такой мощный, как он. Живо зови инженерную группу. Надо выручать этого парня. Люфтваффе уже в пути. Тянем время. Надеюсь, Маус выстоит.
Вражеская авиация в воздухе. Придется переждать в укрытии. Мы не можем рисковать жизнями. Ну уж нет, я не буду торчать здесь, пока бомбардировщик будет стирать КВ-2М с лица земли. Глупо было полагать, что я переживу этот штурм. Вижу цель, как приняли. Слишком плотный огонь для пикирования. Принимаю решение наносить ковровый удар к цели 15 километров. Помогите припугнуть авиацию. Пускай думают, что здесь развернуто подразделение противовоздушной обороны. Огонь! Первый пакет сброшен. Корректируйте огонь, как приняли. Боже, помилуй. Что, братишка, немецкая авиация даже такого ватника, как ты, заставила в Бога поверить? Веди подавляющий огонь, сейчас птичка будет заходить на второй удар. Как он пережил удар бомбардировщика? Запрашиваю второй удар. А этот откуда взялся? На вид еще мощнее. Так точно, захожу на второй удар. Дайте им просто так уйти. Огонь! Подави огнем эту немецкую позицию, они меня уже несколько раз контузили. Время начинать новую молитву. Х-137 идет на повторный удар. Готовься. Продолжайте вести огонь. Наши тяжи – это медленная, уязвимая цель. Этот удар будет точно в цель. Это были последние бомбы. Возвращаюсь на базу. Я жив, а ты как? Живее доставай огнетушитель. Теперь точно доедем. У авиации бомбы закончились. Спасибо, что кошмарили бомбардировщик. Без вашего прикрытия он бы нас точно поджарил. Но я вижу, вы все-таки пропустили парочку серьезных ударов. Инженеры, нашим тяжелым танкам срочно нужен полевой ремонт. А вы, солдаты, все живо на позиции. Враг может повторно ударить. Улыбнитесь. Фото для Стальнегорского вестника. Товарищ генерал, вы должны это видеть.
Интересненько. Организуйте мне встречу с этим парнем. Время поднять дух нашим войскам. Я ручаюсь за Т-26. Это он меня создал. Инженер он может и хороший, но с цифрами не дружит. 1-0 точно лишний. Танк не может весить 80 тысяч тонн. Одобряю. Хорошая новость. Твой проект одобрили, но есть один маленький нюанс. Он будет весить в 10 раз меньше. Боюсь представить эту махину массой 80 тысяч тонн. Он и в таком весе внушает ужас. Боюсь представить эту махину массой 80 тысяч тонн. Он и в таком весе внушает ужас. Скорее наносите камуфляж. Через несколько часов у нас презентация проекта командованию. Это что за громадина? Я бы сказал малютка, ну либо младший КВ-44, ну уж никак не громадина. О чем это ты, КВ-4? Он все верно говорит. Вы ограничили массу. Это лишь 10-я часть массы, что была запроектирована. Договоримся так, сдвините фронт, который стоит неподвижно уже 3 года, тогда поговорим о выделении новых ресурсов. И возможно, когда-то вы доведете проект до эталона. Тогда мы можем выдвигаться на передовую. Мы? Полковники на передовой не сражаются, сынок. Теперь твой кабинет рядом с моим. Займись лучше планированием операций. Ходят слухи, что целую роту дезертиров КВ-1 пришлось переплавить, чтобы это соорудить. Настал час пошатнуть фронт. Ожидаем на прибытие последнего взвода и начинаем штурм. Время добить ватников. Немцы накапливают силы на передовой. Нам позарез нужен КВ-2М в строю. Надеюсь, его поставят на ход уже совсем скоро. Где же этот КВ-2М, когда он так нужен? Командование прислало нам кого-то гораздо мощнее. Это какой-то царь-танк. Опустите башни, сейчас будет залп. Найдите себе надежное укрытие и не высовывайтесь, пока я не дам команду.
Мало каши ели оккупанты. Приготовьтесь к снарядной буре. Ни шагу назад, вперед, вперед! СССР перешла на новый виток танкостроения. Я доложу обо всем в наш командный пункт. Командование должно быть в курсе. Я его не боюсь. А еще говорят, что тигры и маусы – самая современная техника. Вы уже в прошлом. Советская вундерваффе перешла в контрудар. Готовьтесь к обороне. Железные бездари, придется стоять в одиночку. Оглянись, все твои братки засверкали гусеницами. Разве этот клочок земли стоит твоей жизни, оккупант? Даю тебе шанс отступить, и не забудь доложить командованию мое имя, КВ-44. Мы еще встретимся. Товарищи, выходите из укрытий, опасность миновала, враг был подавлен и отступил. Всего 3 минуты боя, и кратно большее подразделение врага, чем наше, разбито вдребезги. Я было подумал, что все наше конструкторское бюро психически нездорово, раз построили такую махину. Но я рад ошибаться. Врага он остановил эффективнее некуда. Баки полные, за работу. Наша задача как следует закрепить успех на этом участке. Трудно ли было в одиночку сражаться с целым немецким подразделением? Проще простого. Пускай ИС-2 уже ищет сталь. Скоро обещание придется выполнить. Тебе приказ из штаба немедленно пройти ремонт и залатать все дыры. Двигайся на полевую станцию ремонта. Проект Карл. Проектант ВК-601. О, он-то мне и нужен. Пантера, 2 шеврона, значит капитан. Чем могу быть полезен, капитан? Высшее военное командование прислало меня к вам. Я стал свидетелем советского вундерваффе размером с 4-этажный дом. Но как? Как они могли нас выпередить? Я день и ночь тружусь уже 3 года, с начала 39-го. Благо, выпередили они нас не слишком сильно. Мой проект уже совсем скоро пойдет в производство. Ваш этот Карл будет не один? Обижаешь. Эта мортира пойдет в серию, и мы сложим все их города, как карточные домики. Выглядит неплохо. Надеюсь, удар будет держать так же.
Инженеры, живо за работу! Меня нужно подлатать. Все остальные подождут. Рад познакомиться. Меня зовут КВ-2М. Проект профессора МС-1. Знаю, читал выпуск Вестника. Двигай-ка ты на передовую и помоги строить укрепы. Там как раз нужна грубая сила. Явился, не запылился. Рад тебя видеть. Вижу, качнули тебя мои инженеры. Умелые парни, спору нету. Уже познакомился с КВ-44? Ага, познакомился. Тот еще выскочка. Наконец-то проектирование подошло к завершению, и сегодня тот день, когда мы начинаем строительство. Да, верно говори. Правду молодцы. Все нужные ресурсы и оборудование здесь, и мы не покинем завод, пока не завершим проект. Мы все сделаем, да, мы сможем это сделать, мы сделаем это. Желаю вам успехов! Необходим еще один цикл закалки. Все выверено с идеальной точностью. Приступаем к сборке. Рад приветствовать тебя, солдат. Ты первый в своем роде гигант проекта Карл Герард. Твое имя Бальдар. Время начать боевые испытания. А вот и он. Габариты внушают. Жаль, больше мне не удалось узнать. Сегодня же отправлю письмо маршалу из 2. Они должны быть готовы. Надеюсь, вас никто не видел по пути сюда. Образец абсолютно секретный, и враг не должен узнать о его существовании до появления на поле битвы. Здесь полно их агентов под прикрытием. Твоя цель – макет советского танка. Дистанция 3 километра. Огонь по готовности. Да уж, с точностью еще нужно поработать, но убойная мощь просто запредельная. Начинаем подготовку к отправке на фронт.
Есть очень важная информация, которую необходимо обсудить. Наш агент Краснов с позывным Зиглер прислал фото, которые настораживают. Это что, Карл? В 1944 году? Да нет же, это новая секретная разработка немцев. Имя нам неизвестно, как, впрочем, и его характеристики. Но испытания уже завершены, и скоро он будет на линии фронта. Надо подготовиться. Со всем уважением, маршал, но к такому наши войска не готовы. Есть информация, каким образом он будет доставлен на фронт? По железке, разумеется. А что? Вызывайте авианосную группу и желательно самую отбитую, что любит рисковые операции. Вот и настал момент отправки тебя на фронт, Бальдер. Ты отправишься туда на этом составе. Бронепоезд доставит тебя целым и невредимым. И запомни, твоя основная и первоначальная цель – остановить продвижение Советов, уничтожив их вундерваффе КВ-44. Удачи, солдат! Прибудет с минуты на минуту. Ожидайте. Знакомься, КВ-4, это Василий Ил-4, самый опытный бомбардировщик. Полковник, чем могу быть полезен? Разбить груженный немецкий бронепоезд в глубоком тылу тебе по силам? Насколько глубоко? 1500 километров. Справишься? Если тот гигант прибудет на передовую, то будет беда. Люблю такие операции. Начинаем подготовку. Время разнести чертов бронепоезд. То ли их так КВ-44 напугал, то ли они накапливают силы. Тишина страшная. Ко мне дошел слушок, что немцы строят, либо уже достроили свой вундерваффе, и вскоре он прибудет сюда, чтобы КВ-44 поджарить. Его уже везут бронепоездом. Почему тогда я здесь, а не КВ-44? Командование не дураки, не стоит верить в эту болтовню. А ты и вправду дело говоришь. Наше командование не дураки. Пресекаем линию боевого соприкосновения и заходим в воздушное пространство врага. Начинаем набор высоты, чтобы зенитки нас не достали. Матерь Божья, это же советское авианосное звено. Доложите в штаб, срочно. Это прямая угроза нашему бронесоставу. Советское авиазвено прорвалось в наш тыл. Не дайте бомбардировщику остановить бронепоезд. Ваша задача – приземлить их с неба на землю. Защитите Карла.
Штаб предупреждает про угрозу с неба. Так нагло ватники еще никогда не действовали. У них что, появился капитан с трехзначным IQ? Зенитки в боевую готовность. Скоро будет жарко. Сколько еще к месту нанесения удара? 800 километров. 7-й, мы зашли в зону контроля вражеской авиации. Теперь ты наши глаза и уши. Лети перед нами на расстоянии 3 километра. Так точно. 1-й, держись рядом. Немцы могут внезапно ударить.